Итак, друзья, всем привет! Сегодня пообщаемся на фундаментальнейшую тему, на тему того, как не потерять свои деньги в инвестициях. И в первую очередь мы с вами обсудим тему мошенничества, потому что если в инвестициях, скажем, фондовый рынок, недвижимость, много мошенников, то криптовалюта – это то место, где можно смело это количество мошенников умножить на 10, и мы не прогадаем. Может, даже и того будет больше. На самом деле, почему? Потому что очень легкий доступ к криптовалюте у обычного человека, и неподготовленный человек, собственно, сюда приходит, и, как мы думаем, да, если это инвестиции, если, значит, это серьезно. Значит, тут все серьезно, серьезные люди, и никто не балуется вот этими там какими-то уловками, на которые типа никто не поведется, но на самом деле, если бы люди на это не велись, то и не было бы мошенников. И сейчас вот эту тему я обсужу, пройдемся по пунктам, немножко порисуем, порассказываю вам на своем опыте, как я с этим сталкивался, что я видел, ну и, собственно, основные какие-то моменты тут сейчас поднимем, на которые стоит в первую очередь обратить внимание. Итак, друзья, первый пункт – это доверительное управление. То есть доверительное управление – это имеется в виду, когда вы отдаете ваши деньги людям в управление каким-то. По каким-то причинам. Потому что вам пообещали какие-то сумасшедшие какие-то проценты, там 30-40% годовых, а то и в месяц. И обычный человек, который не сталкивался никогда с инвестициями, не понимает, какие тут вообще доходы, на что стоит рассчитывать и тому подобное, то в основном в голове срабатывает жадность. И на этой жадности мошенники и работают, собственно. Срабатывает жадность, и человек думает: во, наконец-то, теперь я понял, как это работает. Значит, я могу продать квартиру, продать свой дом, скажем, там, сколько-то десятков тысяч долларов взять, отдать вот этим добрым людям, и эти добрые люди будут мне ежемесячно приносить мне какую-то доходность. И я не смогу, первое, работать, могу не работать, обеспечу там близких, себя и так далее. Вот как эти богатые люди, вот как вот эти богачи на самом деле живут. И, собственно, подкрепляется это все тем, что, значит, лапшу на уши развешивают конкретную тебе с той стороны, кто тебя зазывает, да, кучу фейковых дают там отзывов, кучу таких позитивных подкреплений, мол, это рабочая схема, действительно так. И, друзья, и не стоит недооценивать это, ведь на самом деле люди теряют здесь, я реально знаю такие истории, десятки, сотни тысяч долларов. Кажется, ну как так можно, как так можно? И потом люди точно так же задаются, ну как я мог вообще на это повестись? А вот так. Потому что включается два, собственно, момента. Первый это, давайте прям нарисуем, первый это фома, да, это синдром упущенной возможности. Вот, фома. А второе это плюс жадность. Жадность, друзья, это ой, какая злая штука. В общем, фома плюс жадность равно потеря всего. И в данном случае человек, который начинает чувствовать в себе эти чувства и не знает, как с ними работать, он поведется абсолютно на все. То есть со стороны отойди, переспи с этой мыслью, потом вернись вот в эту ситуацию, ты поймешь, что это нереально. То есть это обман. Но человек начинает думать, что это его возможность. И он начинает за эту возможность хвататься, как за
даже он может кому-то рассказать об этом. И тот, кто послушает со стороны, скажет, ну это же очевидно, не может быть такого. И человек в этот момент начнет думать, что весь мир против него. И только вот те люди, которые ему обещают там какие-то сумасшедшие проценты, вот только они заинтересованы в его росте и развитии. Ну, кстати, на этом и пирамиды все работают, да, на этом работают даже секты, потому что в сектах людей понимают, да, и люди наконец-то находят тот уголок, где их слушают, любят и понимают, как им кажется, и пока они находятся в такой иллюзии, с них вытаскивают абсолютно все, да, потому что они ведут в реальный мир, а там оно работает по-другому, это все. Ну да ладно. Так вот, человек берет и отдает туда все свои средства, и казалось бы, какой бы бедный человек не был, ну то есть, как ему кажется, насколько он бедный, он станет еще беднее. То есть кажется, ну откуда у него деньги? Оказывается, где-то находится какая-то квартира, где-то находится какое-то наследство, и это все распродается, и отдаются деньги. Поэтому, друзья, первое – это доверительное управление. Это в первую очередь, на что следует обратить внимание, на вот эти вот звоночки, что по факту ни в коем случае никогда никому не отдавайте свои деньги в доверительное управление. Просто запомните, вот прям тут, не знаю, на потолке себе это напишите, ни в коем случае это делать нельзя, потому что если вы отдаете деньги кому-то в управление, ваши деньги, то с этого момента эти деньги перестают быть вашими. И так, друзья, это не работает. То есть в любом случае в инвестициях так или иначе вам следует разобраться. И здесь нету ничего сложного. Это точно так же, как научиться ездить на велосипеде. Да? То есть вы потихоньку день, 2, 3, 5, 10, и в какой-то момент вы уже спокойно начинаете ездить. Или какой-либо навык, который есть у вас приобретенный в жизни, и вы его используете, то точно так же и здесь, друзья. Абсолютно точно так же. Инвестиции – это навык, который нарабатывается, и с каждым циклом, с каждым годом, даже с каждым днем, с каждой удачной, неудачной сделкой ваш опыт становится больше, лучше, вы начинаете больше разбираться. И тут такая история, что инвестор, он работает с деньгами, работает со своим капиталом, и если у него позитивные результаты, значит, он зарабатывает, да, если негативные, то он теряет средства. И по-другому никак, да, вопрос только, сколько вы потеряете, прежде чем поймете вот хотя бы вот эти моменты, которые сейчас я вам рассказываю, объясняю, потому что, как я уже сказал, кажется, что если вы идете в инвестицию, то вы идете как, будто бы там в банк, с VIP-обслуживанием, да, где конкретно в вашем случае не будут шутки шутить нелепые, будут серьезно, в галстуках, куда вся пыль в глаза, то есть вот прям будут с вами по-серьезному общаться, потому что вы серьезный человек, вы себя именовали как инвестор, и теперь все вокруг вот так теперь к вам относятся. И когда вы приходите в рынок инвестиций, то кажется, что в этом рынке все уже, то есть только вы сейчас заходите, а там все уже веками просто. И можно обзавестись, и обязательно вы обзаведетесь такими знакомыми, которые будут казаться уже, собаку съели на этих инвестициях, а по факту они будут, плюс-минус столько же, сколько и вы, просто у них будет больше уверенности, и они вас тоже могут заскамить. И обязательно, если будет у них возможность, они это и сделают, даже сами того не понимая. То есть им, опять же, кто-то что-то пообещает, дайте нам деньги ваши в управление, и мы сделаем вам там супер иксы, и человек и вас потянет за собой, а вы потянете за собой тех, кому
кто вам доверяет и так далее. Поэтому, друзья, в данном случае вот ваши деньги – это то, что стоит оберегать, то, что стоит прям защищать. И как, ну, вот представьте себе, что вы находитесь в каких-то супер некомфортных для вас условиях, и ваша задача сохранить вот эти вот ваши накопления, и следует отбиваться. Ну, то есть это не прям таки, что вам придется постоянно быть в жестком напряжении, но если вы изначально выстроите правильный фундамент для себя, то в дальнейшем вам будет намного проще. И вот про доверительное управление в данном случае, друзья, ни в коем случае, какие бы знакомые там не сидели бы в этих конторках, какие бы не были условия там, даже пусть они будут и приближенные к доходности того же S&P 500, все равно не стоит. Не отдавайте ваши деньги. Ваши деньги должны быть под вашим контролем, не под чужим контролем. Если они под чужим контролем, то это деньги, собственно, не ваши. Вот так, друзья. Переходим ко второму пункту. Второй пункт – это у нас фьючерсы. Фьючерсы, друзья, для новичка, друзья, фьючерсы – это зло. Да вообще зло. Не следует вообще ими заниматься. Вообще не следует заниматься. Фьючерсы – это место, где вы потеряете обязательно деньги. Это место, где, опять же, работает вот эта вот фома плюс жадность. Начинает разгоняться. Синдром упущенной возможности. Даже не то, что плюс жадность, а в данном случае будет умноженная на жадность. Вот что будет для вас фьючерсы. Фьючерсы придуманы для трейдеров-спекулянтов, которыми мы не являемся. Нам нельзя быть ни трейдерами, ни спекулянтами. Мы, друзья, инвесторы. И на дистанции мы заработаем в десятки раз больше, чем те же спекулянты и трейдеры. Понимаете, в чем ситуация, друзья? Дело в том, что когда вы приходите на рынок, у вас маленькие, скорее всего, будут бюджеты. Ну, я бы рекомендовал вам приходить с маленькими капиталами, которые не будут вас стимулировать к тому, чтобы вы там, даже если вы вдруг потеряете эти капиталы, то это не убьет вас, не прибьет к земле. То есть вы не допустите фатальную ошибку. Мы, как инвесторы, ни в коем случае не должны допускать фатальных ошибок, таких как, например, потерю своего депозита, обнуление всех своих достижений. То есть вот самое важное – это не допустить фатальной ошибки, которая выбьет нас из рынка. И фьючерсы – это то, что, вот как и доверительное управление, выбьет вас из рынка. Потому что как это происходит? Во-первых, вы начинаете получать доступ к большим плечам. То есть вы можете одним кликом буквально получить возможность взять 50-е плечо, скажем, если и то более в некоторых позициях. То есть и вы будете думать, так, если я сейчас возьму 50-е плечо, и оно чуть-чуть отрастет, то это будет сумасшедшее количество для меня процентов доходности. Ну и, друзья, вы просто не забывайте в тот же момент, что буквально на несколько процентов, а в данном, если с 20-м, допустим, тем же плечом на 5% просядет позиция, то вы потеряете полностью вашу позицию. И что происходит дальше? Дальше происходят, друзья, очень простые вещи. Когда человек начинает терять свои кровно заработанные, после этого вступает в силу момент, когда человек пытается отыграться. Если смотрели, обязательно посмотрите про мифы, которые окутывают инвестиции, особенно люди, которые приходят в инвестиции, у них есть мифы определенные. Там я подробнее об этом рассказываю. В данном случае человек пытается отыграться и включается режим казино. То есть рынок для него в момент становится казино. И это, друзья,
То есть если в казино ты хоть приходишь и понимаешь, что ты играешь в казино, то здесь под видом, что это инвестиции, но на самом деле для тебя это уже является казино, ты теряешь полностью все в надежде отыграться. И дело в том, что там аппетиты не заканчиваются, потому что в этот момент включается жадность, и даже если человек отыграется, вернет свое заработанное, он теперь, окрыленный успехом, поймет, что теперь он может достигнуть больших высот. То есть, представляешь, если человек буквально там за минуты зарабатывает те средства, которые он там в месяц мог бы заработать на зарплате, тяжело получая зарплату, да, тяжело работая, а тут он получает. И быстренько начинает крыша слетать, и человек начинает, ну, как правило, это, знаешь, спустя время происходит, короткое время, буквально, может, часы, может, несколько дней, в зависимости от количества средств, которыми обладает человек. Потом он вспоминает это как страшный сон, он не понимает, чем он вообще руководствовался. А руководствовался он очень простым. Вот этим нашим фома и жадность. То есть к синдромом упущенной возможности. Ему кажется, если он сейчас в позицию не зайдет, то он не заработает своих лучших там иксов. И жадность, да, то, что не дает ему остановиться, или вот страх потери, то, что он потерял, он хочет отыграться и так далее. И он просто уже дальше, человек не может остановиться, потому что все, планка упала, и человек падает ровно до тех пор, пока у него есть ресурсы, да, то есть если у него будет возможность дальше пойти занимать средства, он идет и занимает средства. Ну, тут в целом больше связано уже, да, с игроманией, с лутоманией, и кто такой? Рынок такой или человек такой? Понимаешь, это взять инструменты, да, вот мы возьмем инструменты, молоток, какие-то там еще, болгарку и так далее. То есть с этих инструментов, с одной стороны, можно построить дом, а с другой стороны, можно себе там навредить, да, ударить по пальцу и тому подобное. То есть смотря как ты используешь инструменты. Один выстроит дом, а второй убьет себя и тому подобное. Поэтому второй пункт, друзья, фьючерсы. Вот можно еще сказать, мол, выделите отдельный маленький капитал, там, чисто для спекуляции, скажем, вот ваших там 95% это в защищенных активах, чтобы находились, а вот буквально 5% или 1% от капитала вот выделите для спекуляций. Но дело в том, что когда новичок приходит в инвестиции, он не умеет контролировать этого всего, он не понимает эти чувства, он не понимает, как с этим всем работать. И он просто-напросто пойдет, потеряв там 1% от своего капитала. Вроде бы это немного, но тут включится вот этот момент с отыгрышем, да, ему захочется отыграться. И как только он пересечет вот это вот, ну, представьте, да, вот смотрим, вот есть такой вот уровень определенный, да, у человека. Значит, вот 1% это от его капитала, вот 1%. Он берет его и сливает. И у каждого человека есть свой уровень, скажем так, после которого у него падает планка. Ну, скажем, там 50, ну, пусть даже 50%, да. Вот после 50% потери капитала своего у него начинает падать планка. Спойлер, наступает это намного раньше. И вот получается, что вот он 1% проиграл, и он хочет сейчас вернуть, думает, ну, сейчас я возьму 2%, закину и отыграю, и получится все у меня, да, потом 2% проигрывает, совокупно он уже, получается, 3% проиграл, и потом получается, что надо 3% отыгрывать, а 3%, чтобы отыграть, он думает, надо больше взять, и начинает, в общем, залазить вот в эти штуки, доходя до своей планки в 50% капитала. То есть ты представляешь, к примеру, ты пришел в инвестиции 10 тысяч долларов. Зашел, да? И то есть просто на 100 долларах это непонятно. 100 долларов в целом не такие уж и большие деньги, подъемные, да? А вот 10 тысяч долларов, представляешь, человек, ты пришел, и 1% в его случае это 100 долларов, да? А 50% это 5000 долларов.
он доходит до отметки в 50, в 5000 долларов, и теперь он становится в позицию, где вот он сейчас может закинуть, вот точно видит, он уже начинает видеть рынок. То есть человек доходит до состояния, когда у него уже включается режим такого провидца. То есть он уже насмотрелся, ему уже эти графики там снятся, эти все. Он видит позицию, и он понимает, что сейчас он должно точно сработать. И он берет, друзья, и заходит на все эти вот 50%. И что происходит? И с каким-то там 20-м, 30-м, 40-м, 50-м плечом все обнуляется. Ты представляешь, что происходит с человеком, когда он теряет полностью все? Он на какой-то энный период выйдет с рынка и скажет, это все казино. Но казином сделал ты его. И после этого человек попадает в режим, когда, ну все, ему обратно вернуться в рынок, ну это прям надо сделать анализ, провести анализ, проанализировать хорошенько, понять, что сделать работу над ошибками, что большинство не делает никогда. И, друзья, отсюда и идут циклы, опять же, в той же самой криптовалюте. Одного человека кормят 10 человек. То есть, чтобы один человек заработал в крипте, нужно, чтобы 10 потеряло. Здесь же нету людей, которые... Здесь же нету такого, что крипта производит деньги. Нет, это рынок. Это рынок, где более слабые руки теряют свои позиции, более сильные руки получают свои, собственно, заработанные деньги с капитала. Ну, вот так, да, получается, друзья. И откуда берутся эти 10 человек? А все, друзья, просто. Они приходят с каждым циклом. То есть вот 4-5 лет проходят и видят, что биткоин начинает расти. То есть начинают видеть биткоин сначала там по, не знаю, вот 16 тысяч долларов, да. И никому это, друзья, не интересно. Никому не интересно, потому что этот биткоин, он с камина там все, ничего там не будет. И потом, когда он достигает тех же там 50 тысяч долларов, 50 тысяч долларов, все, в этот момент начинают выходить уже новости, друзья, в инфопространстве. Ну, по сути, то, что уже сейчас начинает происходить потихонечку, но я считаю, что это только-только где-то начало. Начинают выходить новости позитивные, то, что биткоин преодолел там 50 тысяч долларов и так далее. Сейчас будет рост, и все. И в какой-то момент люди начинают за этим следить, начинают высматривать, что вот, идет рост, вот 50, вот 60, вот 70, вот 80. И все, у человека включается вот это ж наша любимая, друзья, фома. То есть, что происходит? Человек начинает понимать, что так, он мысленно где-то на этапе каком-то там, может не 50, может на 40, а может на 60 тысяч долларов там в будущем где-то он сделает, в общем, себе отметку в том, что так, если я положу сюда там 10-20 тысяч долларов, которые у меня лежат где-то отложены или где-то в каком-то наследстве мне где-то досталось, то получается, что вот к этому моменту я бы смог бы сделать там 15, 20, 30 тысяч долларов. И человек с этим ходит, живет, спит. Потом получается момент, когда биткоин там стреляет еще выше. Может не биткоин, любой актив. И в этот момент человек уже начинает рассказывать, ходить о том, что вот надо было тогда, когда я подумал, инвестировать, вложиться, вот тогда бы я заработал. И чем это, друзья, заканчивается? Ну, конечно же, в какой-то момент человек просто не выдерживает, и когда уже кажется, что все об этом говорят, ну, полностью. Куда ни посмотри, уже дети в том биткоине сидят, бабушки, дедушки в биткоине, один ты не в биткоине. Человеку так кажется. Это так не является, но так кажется человеку. И он заходит в этот биткоин. И что, друзья, происходит дальше? То есть, чтобы вы понимали, вот этот момент, когда, значит,
нужно было заходить, этот человек пропустил. Человек пропустил, просто он об этом даже не знал. Он увидел сам рост. То есть он увидел рост биткоина там по 16, по 15. Да, ну, собственно, о чем мы говорим. Сейчас давайте я покажу, как это по факту происходит. Вот, друзья, смотрите, да, мы видим биткоин тут. Да, даже давайте возьмем, вот, смотрите, биткоин 16 тысяч долларов. 16 тысяч долларов, потом он растет до 20, долго ходит там в коридоре там 30 тысяч долларов, и в какой-то момент он отстреливает, вот сейчас сегодняшняя цифра 51 700 долларов. И человек, вот не выдерживая, или давайте по прошлому циклу, да, смотрим где-то, ходил он в коридоре 11, там 7, 8, 10, ну да, коридор где-то 10 тысяч долларов, и потом в какой-то момент он выстреливает до 66 тысяч долларов, и человек начинает заходить в этот биткоин, потому что понимает, что сейчас он полетит куда-то там на 100 тысяч долларов, и он заработает, он приумножит свое богатство. И что, друзья, происходит дальше? Вот как мы видим, да, по картине, что происходит дальше? А дальше идет откат. Откат идет до 31 тысячи долларов. И просто представьте, что с человеком будет происходить, когда он положил там свои, скажем, 10 тысяч долларов, да, свои кровные 10 тысяч долларов, когда биткоин там 60 тысяч долларов. Что человек будет чувствовать, когда биткоин станет 30 тысяч долларов? Представляете? Если он еще дотерпит до этого, он потеряет половину. Он потеряет половину, для него будет казаться это все безвозвратные потери, и теперь просто нету перспектив у этого всего. И что произойдет, друзья? Правильно, он возьмет это и продаст, и зафиксирует свои вот эти вот 5000 в лучшем случае, да, и все, и забудет об этом, и все, до свидания, все, не нужны мне ваши эти биткоины, инвестиции. И что, друзья, дальше произойдет? Друзья, дальше он отрастет опять на 64-60 тысяч долларов. И вы просто представляете себе, что происходит с человеком, который находится в таких качелях, который пришел быстро заработать в инвестиции, когда он видит, что вот опять, казалось бы, оно бы сейчас вернулось бы обратно, и он думает, фу, все, мне это уже надоело, я сейчас возьму и еще найду где-то свои деньги, потому что мне нужно отыграться. И он берет, снова заносит в рынок 10 тысяч долларов. Да, то есть 5 уже потерял, и он, чтобы отыграться, он приносит опять, еще добавляет 5 тысяч долларов. При биткоине стоимость в том же 60 тысяч долларов. Ну и нетрудно догадаться, что произойдет дальше. Да, вот мы видим, биткоин там 60 тысяч долларов достигал. Вот, и дальше все, медвежий цикл. И вот он падает, и приходит он до 16 тысяч долларов. В какой момент человек выйдет и зафиксирует свои, зафиксирует свои потери? Ну, то есть, кто его знает? Может и до 16 досидеть, да, и на 16 тысяч долларов, не проанализировав ситуацию, не поняв, что нужно делать дальше ему, он просто возьмет и продаст на 16 тысячах долларов, там, зафиксирует огромнейшие свои убытки, да, и что после этого? И после этого пойдет опять рост. И вот поэтому идут, друзья, и падения, и росты. То есть рост происходит тогда, когда разгружаются как раз те, кто купил биткоин раньше, да, то есть мы же покупаем на низких ценах для того, чтобы потом кому-то эти цены продать, и мы продаем, когда это все наверху, в данном случае, да, и кто-то ж это покупает, а потом же нужно дождаться, чтобы эти цены, кто купил здесь дорого, чтобы он продал это дешево, и тогда имеет смысл у него купить это дешево для того, чтобы опять понести это вверх. Понимаете, как это происходит? Как тут психология устроена? И человек, который не подготовленный, здесь он продаст, досидит до 16 тысяч долларов, подумает, все,
крах, потому что на 16 тысячах долларах, я ж помню как прекрасно, что там происходит. Когда биткоин сначала кричат, это невозможно, потом начинают кричать, все, биткоин скам, завтра все мы потеряем, и биткоин падает до 16 тысяч долларов, сейчас говорят, будет падать дальше до 10, а если упадет до 10, то там, значит, до 5 будет падать, а после 5 до 1000, а там все, там рынка криптовалюты больше не будет. Друзья, такой накал, как вот был на этом медвежьем цикле, такой накал по ситуации крипты, ну, я просто, ну, это было, если в этом всем купаться, если в этом всем быть, то можно реально рехнуться. Я в этот момент заходил только в периоды, когда мне приходили как поступления мои средства, мне приходили средства, я заходил в рынок, откупал, радовался, какая прекрасная цена мне досталась, радовался тому вообще, это просто кайф, и вообще на это даже не велся, потому что я понимал, что если на это ты поведешься и начнешь мыслить в таком вот ракурсе, ну это просто если ты не понимаешь рынок. Но новички как раз-таки приходят вот в моменты, отсюда ваши берутся циклы, да, по сути, в том числе, да, то есть если бы все сидели бы и никто ничего бы не продавал бы, ну, логично, какие бы циклы происходили бы, потому что, ну, типа, только покупатели в рынке, никто ничего не продает, ну, что-то. Соответственно, мы возвращаемся к нашему, вот то, что 10 человек кормит. Ну, это так округленно, конечно, но плюс-минус, чтобы вы понимали, 10 человек кормит одного. Собственно, вот отсюда это все и берется, друзья. И фьючерсы, это, возвращаемся к нашему второму пункту, фьючерсы это непосредственно то, что ускоряет процесс ликвидации слабых рук с рынка. Потому что люди приходят в рынок в таком случае уже, если даже они приходили инвестировать, то спустя время просто оказывается, что вместо инвестора они превратились в игрока. В игрока, который пытается уже отыграться, уже заложил туда все, и дом, и квартиру, все, что к нему доступно, и в кредиты пошел, и все. И это все реально тяжело. Представляешь, в каком напряжении человек находится. Он спит, засыпает, просыпается с этими мыслями. Это бьет так сильно по психологии, что люди начинают болеть. Люди, ну, хоть как-то хотят вернуться обратно, чтобы было дальше более-не-менее, как было до этого. И уже не хотят ни этих заработков, ни этих иксов. Вообще ничего не хотят. Все потому, что они увлекаются игрой. Вместо инвестиций люди увлекаются игрой, и фьючерсы это все подогревают. Фьючерсы раскачают так раскачают, что просто люди все туда сольют. Люди все туда сольют. Третий пункт. Так, возвращаем. Значит, третий пункт. Сейчас записано у меня в телефоне. Так, телеграм-каналы. Да. Телеграм-каналы. Сейчас такое время, когда в большинстве случаев люди получают информацию с телеграм-каналов. Все почти туда ушло, да, и у каждого человека есть и паблики, которые он там читает, есть группы, где он переписывается. Ну, в общем, телеграм-канал – это такой мощный инструмент коммуникации и в инвестициях, это и в крипте, это в том числе. И в данном случае телеграм-каналы как работают? Задача телеграм-канала это мы за мошеннические говорим ситуация, это втереться тебе в доверие. То есть, чтобы ты начал доверять ему, он должен тебе показать определенную статистику, да, и на каком-то этапе ты начинаешь верить. Телеграм-каналы безымянные, я имею в виду. Вот, то есть, это не те, которые принадлежат определенному человеку, которому важно, чтобы его личный бренд не страдал. То место, где тебя сначала заманивают, рассказывая сейчас, вот тебе какую-то одну годную инфу дали, вторую, третью, пятую, десятую, и ты расслабляешься в какой-то момент, и становится понятно, что этот канал классный, то есть прям, ты ему доверяешь. И ты его ценишь. Ценишь, потому что это становится твоим неким конкурентным преимуществом, скажем так.
То есть ты имеешь доступ к какой-то инсайдерской информации, как тебе кажется, и, собственно, работаешь по этим сигналам, да. И в какой-то момент, когда ты этого не ожидаешь, то есть ты можешь месяц, два сидеть, то есть те, кто этим занимается, они понимают, для чего они это все делают, потому что тот куш, который они срывают в конце, он им компенсируем даже в некоторых случаях полгода, год работы, вот просто когда они вели его и тебе давали какую-то полезную информацию. В какой-то момент, это просто одна из частых вот ситуаций, да, в какой-то момент тебе говорят, вот есть определенная монета, вы входим в нее. Тебе записывает этот человек какой-то, записывает, мол, вот я вошел там на 10, 20, 30 тысяч долларов, и прежде чем она залистится на каких-то там топовых биржах, вот у тебя есть доступ к этому, ты можешь ее купить, как, собственно, и все в этом сообществе, потому что, ну, собственно, ты ж на нас подписан. Это даже происходит в закрытых платных, да, каналах. Ну, что даже я сказал. Ну, в целом, в общем, это в любом, хоть платном, хоть бесплатном, даже если ты платишь за участие в этом сообществе, никто от этого ты от этого не застрахован. Может, даже наоборот, они таким образом отсеяли ту аудиторию неплатежеспособную. Ну вот. В общем, сейчас эта монета будет залистена там на топовых биржах, там Binance и так далее. И ты понимаешь, что вот это наконец-то твой шанс сейчас сделать там 50-100 иксов, и ты заходишь в эту монету. И работает это таким образом, что они создают такой смарт-контракт, что ты можешь купить, а продать ты не можешь. Продать могут только они, ну, непосредственно создатели этого. И в данном случае они берут все сообщество, загоняют в этот скам-проект, люди заходят, покупают, и они, соответственно, продать не могут, когда монета пампится, а ты состоишь в этом сообществе, и ты видишь так вот, тебе дали вот цена там вот такая, да, там по доллару, ну, допустим, и все начинают покупать, она растет, дорастает там до 10 долларов, а почему так? Потому что все только покупают, и никто ее не продать не может, то есть она не падает, нет такого, что она падает, да, такого нету, друзья, она только растет, и ты, и опять же, включается наша фома и жадность. Вот, и дорастает она до каких-то там суперзначений, там еще, не дай боже, опять ты туда еще закинешь. И, в общем, в какой-то момент ситуация складывается таким образом, что все сообщество становится загнано туда, и они продают эту монету, скамят ее до нуля. Все. То есть красиво. А тебе объясняют, что, ну, там, господи, мы вам даем тысячи проектов. Вы уже заработали на этих проектах, там, неужели вы не заработали там в 10 раз больше, чем потеряли? Бывают случаи, никто не спорит. Ну, вот, ситуация произошла, мы вас предупреждали. Мы предупреждали, что вот есть моменты сделки успешные, а есть неуспешные. Понимаешь, как это работает. И оказываешься ты в ситуации, думаешь, ну, хорошо, если ты здесь научишься, но в большинстве случаев люди думают, ну да, согласен, ну, нарушил я там money management, ну, или там money management, risk management, ну, сказали там зайти на определенный там процент от капитала, а люди его часто нарушают, потому что когда у тебя, скажем, 100 тысяч долларов, тебе говорят, заходишь ты на 1%, ну, то есть на 1000 долларов, скажем, да, 1% заходим, то, ну, в целом, да, норм. На 1000 долларов, как бы, не хочется терять 1000 долларов, вернее, больше 1000 долларов. Ну, 1000 долларов в целом норм при капитале 100 тысяч долларов, да, на 1%. А когда у тебя 100 долларов, 1% это 1 доллар. И люди поступают как? Они думают, ну, хотя бы сейчас разогнать свой депозит, взять эти 100 долларов, положить сюда, сейчас я хотя бы сделаю там 10-20 иксов. Ну, да, и вот так и собираются вот такие вот, друзья, сообщества, в которых скамят, и человек после этого
остается в том же сообществе, и они проделывают, да, понятно, кто-то отпадет с этой аудитории, но дело в том, что те, кто останутся, их можно хорошенько доить еще больше в будущем, и доит, и доит, и так работает. И, друзья, это работало до нас, будет работать с нами и будет работать после нас. Это вечная история, мне кажется. Ну, просто меняются инструменты, скажем так, да. Вот. Вот это, друзья, телеграм-каналы, поэтому будьте осторожны. Это один из примеров. Есть же еще другие примеры, когда вам втираются в доверие. Вы заходите в какое-то сообщество и в чате пишете там, мне нужно там сделать то-то, то-то, помогите. И тут те бравые такие ребята, девчата начинают тебе насыпать там кучу сообщений, может это вообще быть один человек с разных аккаунтов, и начинают тебе помогать. Потом тебя начинает заводить там на какие-то определенные сайты. Ну ладно, это у нас будет дальше про фишинговые сайты и так далее. В общем, давайте к следующему пункту переходим. Это у нас будет пункт, значит, те же самые безымянные, друзья, YouTube-каналы. YouTube-каналы, ТикТоки, ну в целом, да, вот YouTube, ТикТок. В общем, то, что генерирует трафик для непосредственно этих людей, мошенников. Вот. То есть место, смотрите, как это работает. Они где-то создается контент какой-то, качественный контент, ну, собственно, просто на некачественный контент не будет собираться аудитория. Какой-то качественный, уникальный контент, где тебе обещают, обещания, главное давать обещания большие, серьезные. И, в общем, они как делают? Собирают трафик и загружают этот трафик вот в эти же телеграм-каналы. И ну, в общем, историю я и рассказал, что происходит в этих телеграм-каналах. То есть это получается YouTube, TikTok и тому подобные социальные сети являются как образующими каналами. И поэтому тут важно для себя определить, кого вы будете слушать. И даже когда вы уже определили, кого вы слушаете, надо в первую очередь слушать практиков. После этого, даже когда вы определили, все равно в первую очередь нужно перепроверять и никому не доверять. Это самое главное, самое важное правило, потому что перепроверяешь тогда больше. И криптовалюта, да и в целом любые инвестиции, я уже знаю по себе, что нужно все перепроверять. Покупаешь землю, перечитывай тот договор. Плати юристу, пусть он перечитает договор, по-своему увидит, есть ли тут какие-то подводные камни. Покупаешь недвижимость, опять же, с документами, все перепроверяем, никому не доверяем, потому что ты особенно не доверяем на каких-то супер сделках, где тебе кажется, ты сейчас сорвешь куш. В основном, где там кажется больше всего, что ты сорвешь куш, больше всего в этом и как раз-таки это и служит приманкой. Если это инвестиции в фондовый рынок, то же самое, все перепроверяем, акции, начинаем изучать тот же технический анализ, базово, просто базово, чтобы понимать, какая там рыночная капитализация, какие доходы и так далее. Криптовалюта, собственно, друзья, то же самое, перепроверяем, а что это криптовалюта, заходим на Твиттер, смотрим, что в Твиттере, есть ли какая-то активность, интересный продукт или нет, ты бы пользовался этим или нет, есть ли перспективы у этого всего. То есть тут важно в себе вырабатывать критическое мышление, потому что без критического мышления у тебя будут просто потерянные деньги. Ты потеряешь все. Нужно перепроверять. Нет, может быть, у тебя есть убеждение того, что это плохо, там не доверять людям и так далее. Это как раз то место, где следует не доверять, где следует перепроверять, где ты там отправляешь какую-то транзакцию, а ты пересмотри этот ключ, да, ну, собственно, тот адрес, куда ты отправляешь, второй раз пересмотри, третий раз пересмотри, все нормально, есть ли там какие-то, может, изменения в этом адресе, куда ты отправляешь средства. В какой бы ситуации ты бы ни оказывался, не бойся перепроверять, потому что
тоже частые случаи, когда люди отправляют, значит, не на тот адрес средства и теряют просто представляешь, ты накапливал годы. Пусть даже не годы, но какую-то крупную сумму, да значимую просто сумму. Я тебе честно скажу, ты зарабатываешь деньги, это одно чувство. Но когда ты теряешь, скажем, там доллар, а заработал 10. Вот 10 долларов заработать круто, но когда ты теряешь 1 доллар, тебе кажется, что ты будто бы потерял в разы больше, чем те 10 долларов. То есть чувство потери, оно более значимое, то есть более такое жесткое для нас с точки зрения психологии. И когда ты оказываешься вот в такой ситуации, что ты просто отправляешь не туда, просто даже доллар, я не говорю уже даже про эти, у тебя дискомфорт. Но на самом деле в большинстве случаев, конечно же, люди отправляют по 500, по 1000 долларов и допускают такие ошибки, что теряют полностью все. Не на тот адрес, не в той сети отправили, да, и все, и потеряли деньги, потеряли деньги. И пытаются потом как-то, не получается вернуть. Вот так, друзья. И чтобы такого не было, все перепроверяем. Обязательно все перепроверяем. Вот я уже сколько раз сказал про перепроверяем, потому что это действительно важно. Такой поступок, он обнуляет все. И поэтому, когда отправляете что-то куда-то, пересылаете с биржи к себе на кошелек или куда-то, кому-то что-то, то обязательно перед этим делайте маленькую транзакцию, скажем, там на доллар. Ну, то есть, если ты отправляешь там 20, 30, 100, 1000 долларов и более, неважно, какая сумма бы ни была, ты в первую очередь отправляй тестовую транзакцию буквально в доллар. Перепроверить, а вдруг что-то не так, вдруг что-то не с адресом не так. Даже ты сделаешь все правильно, а тот человек, который дал тебе этот адрес, допустил ошибку. И пойди докажи потом, что ты сделал все правильно, а это не твоя вина. Поэтому тут очень важно все перепроверять, быть скрупулезным. Этому я научился в инвестициях, потому что были потери у меня, просто не туда отправил, и больно это, друзья, больно. Поэтому, чтобы такого не происходило, все перепроверяем. Далее, по Ютубу рассказал, по ТикТоку рассказал. 5-й пункт – это у нас фишинговые сайты. Фишинговые сайты. Это что такое? Это когда, значит, мошенники, они берут и делают зеркальный сайт, скажем, какая-то биржа, допустим, Binance, и они делают полностью зеркальный сайт, как Binance, и отправляют тебе на e-mail сообщение, мол, если вы там сейчас что-то не сделаете, не подтвердите свои пароли, то, в общем, у вас какие-то будут проблемы, вы потеряете свой аккаунт. И люди переходят по этим ссылкам, вводят туда пароли и теряют свои аккаунты, а, соответственно, и теряют свои средства. И чтобы такого не происходило, во-первых, игнорируйте почту. Если вам там пишут даже такое, то заходите с своего мобильного приложения на непосредственно Binance или какую-то другую биржу, откуда вам пишут, и пишите в поддержку. Узнавайте, действительно это так, не так, ну и все. И после этого вам, собственно, скажут, что это не так, потому что такого не происходит. Никто вам с поддержки никогда не напишет о том, что у вас что-то с паролями и тому подобное. Поэтому... Но люди на это попадаются. Также еще часто люди попадаются, теряют полностью все свои средства на том же горячем кошельке, к примеру, MetaMask, когда подключаются к DEX биржам или каким-то DEX, опять же, да, зеркальным DEX сайтом, то есть есть там PancakeSwap, допустим, сделали в точь, как на PancakeSwap сайт, ну, только адрес, да, отличается. И вы не посмотрели на этот адрес, взяли туда, подключились, заапрувили все, согласились со всеми условиями, и все, и у вас уводят все средства с вашего кошелька. Понимаете, а на вашем кошельке на этом могут быть не одна монета, да, а целый портфель собран. И поэтому тут важно еще, чтобы у вас была диверсификация не только по монетам, да, по разным токенам, а еще и по месту хранения. Да, это должны быть там холодные кошельки, те же
Ну, если там нужны вам горячие кошельки, где-то в стейкинге, где-то на каком-то в приложении кошельке, в том же там какой-то Trust Wallet, Exodus и так далее. Но это все на канале уже либо есть видео, либо, может, я к тому моменту, как выложу это видео, еще не выложил на канал, это все будет на канале, поэтому мы с этим всем разберемся. Итак, теряется полностью вы теряете все свои средства, представляете? И делаете все правильно. С точки зрения инвестора, с точки зрения инвестиций, вы сделали правильно все. Вы накапливали долго, вы собирали деньги, вы покупали на просадках, покупали там не сразу на все 100%, а покупали лесенкой, да, в этапы. Сделайте все правильно, и вот на таких моментах вы теряете свои средства. И чтобы такого не происходило, запоминаем вот эти вот вещи, которые я вам сейчас рассказал. Что еще может быть такого? Да, если вы, опять же, безопасность, друзья, 6 напишем, безопасность. Важно все хранить свои сид-фразы от кошельков, и, значит, пароли и тому подобное в местах, во-первых, не в интернете, то есть не следует, значит, свои пароли от кошельков своих, еще и называть кошелек такой-то, вот сид-фраза, вот, значит, пароль и тому подобное. То есть нужно хранить в тех местах, где доступ будет у вас и максимум у того человека, которому вы доверяете. Переписывайте все свои сид-фразы там на листе бумаги, храните в сейфе. Можно, значит, распечатывать, да, и, опять же, хранить у себя, и второй экземпляр хранить еще где-то. Многие просто запоминают, ну, про запоминать, не знаю, мне кажется, это, представляешь, ты просыпаешься среди ночи и думаешь, помнишь ли, не помнишь ты этот пароль от кошелька, представляешь, на котором у тебя какая-то значимая сумма лежит, и, ну, страшно, представляешь? Всю жизнь накапливал, потом бах и забыл. У меня, друзья, была ситуация относительно недавно. Я думал, что я там и посидею. Это было так поучительно для меня. Значит, в одном проекте я, значит, создал кошелек и завел на этот кошелек монеты, ну, то есть эти токены, и записал сид-фразу, записал все, логин, пароль. И сделал ошибку в одном слове в сид-фразе. И я не помню, какое там слово было, но там... Давай сейчас попытаюсь вспомнить. Да, вспомнил, друзья. Это было... Значит, одно слово было message. Message, да. А я записал как массаж. Вы поняли, как? То есть там буквально вместо буквы «Е» я написал букву «А». Я написал «массаж» вместо «месседж», вместо «сообщения». И у меня там хранились монеты мои. Для меня это очень значимая сумма, тем более так стало, что этот проект дал 2000% дохода. Ну, то есть выстрелил, я покупал на низах, и он отстрелил, и у проекта очень высокий потенциал, и я, получается, плюс 2000%, когда я инвестировал, для меня это была приемлемая нормальная сумма, а когда он уже вырос, для меня это стала значимая сумма. И я ввожу сид-фразу, и у меня она не подходит. Я аж, знаешь, в пот пробился, и я такой думаю, так, стоп, что-то не так. Пытаюсь опять заходить, не получается. Я начинаю переставлять фразы, думаю, может, с фразами я как-то напутал. Тоже не получается. В общем, я так просидел где-то минут 40, и я в какой-то момент я уже понимаю, что сейчас я буду просто... У меня есть графа, где я фиксирую как бы... ну, то есть, если там проект заскамился, я беру и вычеркиваю и пишу себе это как в опыт, в минус, скажем так. Вот. И я думаю, что если сейчас я не найду выхода, не найду решения, то придется писать.
Я уже начинаю себя настраивать, потому что это уже прям такое состояние, что я прям думаю, надо сейчас пойти прогуляться, потому что я понимаю, начинает на меня психологически давить эта вся ситуация. И я в какой-то момент уже, то есть если бы я в тот момент попрощался бы с ними и завел бы в убытки, то все, я бы уже не вернулся бы к этому и забыл бы на это, забил бы на это и все, потерял бы. Но я думаю, давай еще раз пересмотрю сид-фразу. Я смотрю и вижу, что-то, какое-то одно слово выбивается из этого всего. И смотрю, написано «массаж». Я думаю, ну как-то, ну что-то мне не нравится. Я думаю, а попробую я месседж написать. Я пишу месседж, и я вхожу в кошелек. Это было что-то, ну, вот та ситуация, когда ты находишь в кармане зимней куртки там 100 гривен, это не то, это не то чувство, это было какое-то перерождение. В общем, мне этот проект принес два поучительных на самом деле таких опыта. Один позитивный, ну, получается, два позитивных. Первый момент это первый проект, который дал мне столько иксов. То есть он мне принес 20 иксов. И я понимаю, что он еще в будущем мне принесет еще больше. А второе, это то, что как он меня научил пользоваться сид-фразами. То есть научил пользоваться паролями, скажем так. Правильное отношение выстраивать к своим паролям. И у меня в данном случае все, у меня есть ряд паролей, которые есть у меня в одном определенном месте, которое знаю только я. Второе – это человек, которому я доверяю. Также все. Чтобы нельзя было взломать твой ноутбук, зайти там, найти где-то. Ну, это нельзя, потому что это так взламывают, друзья. Это не шутки, это действительно так происходит. Взламывают и все. Если твои пароли есть у кого-то, это не твоя крипта. Понимаешь? Если ты этому человеку не доверяешь. Поэтому в данном случае вот обязательно думаем о безопасности. Все важно, друзья, и важно и безопасность, и непосредственно как ты накапливаешь свои портфели, что ты тут накапливаешь. Допустим, с DEX биржами, где ты используешь горячие кошельки, в данном случае там тот же кошелек MetaMask, да, когда ты подключаешь, то у тебя могут храниться все на этих кошельках, но в случае потери доступа, той же перепутаешь какую-то букву в сид-фразе, забудешь логин и тому подобное. Ну, опять же, если логин забудешь, то пароль, вернее, если забудешь пароль, то ты можешь его восстановить с помощью сид-фразы, но при утере сид-фразы все, ты теряешь кошелек свой. И в данном случае твои средства пойдут, скажем так, на фонд криптоэнтузиастов. Не достанется никому, останется навсегда в этом. Вот. Но в случае с биржами CEX, то есть централизованными, такие как Binance, OKEX, там, Bybit и тому подобное. В общем, централизованные биржи, то в данном случае, если ты теряешь свой пароль, то ты его можешь восстановить через почту, то ты можешь привязать свой телефон, да, с Google Аутентификатор непосредственно к своему аккаунту, да, на свой номер телефона ты можешь привязать, чтобы транзакции с этого аккаунта не делались там без подтверждения с твоего телефона. То есть в данном случае DEX, CEX биржи, они тебя могут обезопасить в этом. Если произойдет что-то с CEX биржей, то ты потеряешь свои средства, то есть централизованные. Где-то под конец бычьего цикла, когда люди уже заработали деньги на рынке крипты и выводят тогда уже свои средства, выводят они на децентрализованные биржи, в общем, там, где нету централизованного какого-то органа, который следит за этим всем, для того, чтобы там вывести уже в какие-то, спрятать до следующей, скажем, до следующего бычьего цикла, или вывести там на фондовый рынок, в недвижимость и так далее, и так далее, и так далее.
Вот такая, друзья. Также холодные кошельки. Холодные это тоже вообще отлично. Берете вот такую просто флешечку, на нее скидываете, и все у вас там хранится. Потеряли флешку или потеряли доступ к этой флешке, потеряли свои средства. Ну, понимаете, тут уже ситуация такая. То есть в данном случае необходимо... В данном случае деньги ваши до тех пор, пока вы их контролируете. Друзья, давайте я вас немножко успокою, а то складывается впечатление, будто бы это так жестоко все, что просто нет смысла сюда даже входить, потому что все потеряете, везде одни мошенники. Но, друзья, на самом деле это ничем не отличается от реальной жизни, да, никто не дает вам никаких гарантий, но если вы следуете правилам, если вы знаете, как обходить углы, как в них не врезаться, то на самом деле все достаточно нормально здесь, и большие возможности дает этот рынок. Поэтому, друзья, это как и в жизни, да, то есть ты, когда знаешь, что вот там проблемы, и то делать не нужно, то ты туда и не идешь, не делаешь там проблемы. Все, точно так же и здесь. Это все, когда ты проходишь, просто в основном, когда, не зная того, что я сейчас рассказал, когда ты сам через это все проходишь, то есть каждый из этих этапов стоит для тебя денег, вот, доверительного управления там, определенная там сумма, 10%, да, там от возможного капитала, а может быть и 100%, да, если оно тебя не подкосило, идешь дальше, во фьючерсы идешь, потом идешь в телеграм-каналы и так далее. Вот это все проходишь, и когда на выходе ты оказываешься в ситуации, что теперь ты понимаешь, как это все работает, то дальше тебе становится понятно. Да, понятно, как на этом всем можно заработать, как дальше с этим можно жить и тому подобное. Но на самом деле это обычная, друзья, такая, знаете, виртуальная безопасность, виртуальная гигиена, за которой нужно следить, потому что даже не в крипте тебе могут кто-то позвонить и попросить у тебя, чтобы ты дал какие-то данные своей карты и выведут все деньги с твоей карты. Вот. Поэтому в данном случае, да, понятно, что мы сопряжены с рисками, и рисками. Есть риск, там есть и заработок. И когда ты понимаешь, как это работает, то в данном случае ты знаешь, как на этом заработать. И в целом я тебе хочу сказать, что имея опыт, вот который у меня есть, опыт уже нескольких лет в инвестициях, практического опыта, то есть я не учитываю здесь, когда я пришел и начал учиться, там, разбираться, и вот именно практического опыта, когда я чисто вкладываю в это уже, инвестирую средства свои, то смотришь на это все, и это становится очевидным и понятным, что, думаю, задаешься вопросом, как можно было там сделать то или иное. И поэтому, задаваясь таким вопросом, я понял, что на самом деле от этого никто не обезопасен, да, и поэтому для этого необходимо как раз взять и рассказать по каждому пункту, рассказать, что здесь нету таких вот там хороших дядь, теть, которые заинтересованы в том, чтобы ты конкретно заработал, а он там как-нибудь. Да, мир несправедлив, но в большинстве случаев все в действительности не так плохо, как кажется. По опыту хочу сказать, что нужно во всем разбираться, нужно учиться, нужно нарабатывать навыки, в какой бы тебя ни наставлял бы там наилучший гуру, все равно тебе придется в этом всем разбираться. Находясь просто в рынке, со временем ты начинаешь обращать внимание на те или иные вещи и так волю-неволю начинаешь изучать это все, и да, где-то, конечно, будут какие-то уловки, где ты будешь попадаться, но как минимум ты будешь уже понимать, что вот, оказывается, это та была уловка, и я это не рассмотрел. Ты не знаешь, в какой ситуации может оказаться тот или иной блогер, которого ты слушаешь, и он может в какой-то момент просто переобуться. Тоже важно это понимать.
вдруг ему понадобятся срочно деньги, а у него в личных сообщениях кучу мошенников сидит, которые ему по каждый день пишут о том, чтобы заскамить его аудиторию. И ему понадобятся срочно деньги, и он возьмет это, сделает разок. Никогда это не делал, а тут возьмет и сделает. И в этом одном разе окажешься ты, понимаешь? Поэтому в данном случае все перепроверять. И не следует слепо ничему верить, потому что слепая вера приводит только к потерям. И это так во всем. Это не только в инвестициях, это полностью во всей жизни. Во всей жизни. И инвестиции – это они непосредственно и есть жизнь. Когда ты начинаешь смотреть определенные вещи, как они перекликаются с реальной жизнью, то ты понимаешь, что по факту инвестиции, они реально закаляют, потому что ты не можешь просто, знаешь, как, с одной стороны, по-хорошему сделать бы так, ты просто инвестировал и пошел заниматься своими делами, но все равно рано, так или иначе, необходимо держать руку на пульсе, да, следить там за уровнем инфляции, там, следить за ставками ФРС, и там, смотреть, какая ситуация в мире вообще происходит, на каком оно этапе, все и тому подобное. С мерой роста твоего капитала у тебя будет все больше и больше вовлечения в этот мир инвестиций. И допустим, если смотреть через призму криптовалюты, то хочу тебе сказать, что когда ты попадешь на фондовый рынок, тебе покажется фондовый рынок, как будто бы он, даже сравнить, наверное, так, фондовый рынок – это слон, а криптовалюта – это такая колибри. Вот, то есть очень быстрая, такая юркая, а фондовый рынок такой медленный. То есть я ж изначально пришел в инвестиции через криптовалюту, вообще пришел изначально с бизнеса, пришел в криптовалюту, а через криптовалюту уже там пошел дальше диверсифицировать свои риски там, в землю, в недвижимость, фондовый рынок и так далее. И когда я познакомился с фондовым рынком, то это я сначала не поверил, что такое может быть, потому что в крипте как все происходит? Ты, получается, вот, идет, то мы растем, то падаем, растем, падаем, растем, падаем, и постоянно вот такое идет движение, то мы отрастаем на 20-30% вверх-вниз, это обычная практика для криптовалюты. Да? В некоторых монетах и 100% вниз, туда-обратно нормально. А в фондовом рынке при 20% просадки это уже ужас, это уже кризис начинается, чтобы было понятно. Вот, настолько разная волатильность этого всего. И если ты станешь успешным криптоном, то фондовый рынок тебе покажется семечками реально. Потому что, я уже объяснил, да, волатильность намного меньше, больше прозрачности намного. И, опять же, можно, знаешь, свинья найдет свое болото, можно найти где угодно, даже в любой безобидной, казалось бы, нише, и там найти свое болото. Вот. Ну, а в целом, если взять, друзья, мы сейчас находимся в стадии, когда в обозримом будущем, ближайший год-два, к нам близится бычий цикл. Вот, бычий рынок. И если до этого было, по-моему, 400, если не ошибаюсь, это был самый длинный медвежий цикл, который длился 490 дней. 490 дней. Вот. И сейчас близится вот бычий цикл, на котором в первую очередь я желаю, безусловно, конечно, заработать как можно больше профита, и получить опыта, потому что опыт в этой всей сфере, он просто, ты его не купишь ни за какие деньги. Вот то, что я сейчас рассказал тебе, это ты будешь теперь смотреть через призму вот моего опыта, но все равно где-то, как-то, я желаю, чтобы такого у тебя не произошло, не случилось, но все равно ты можешь оказаться вот где-то попасть
как-то, по какой-то причине, сам будешь потом задаваться вопросом, как я вообще туда попал. Ну, вот такое бывает. И у меня такие, и это нормально, и у меня такие случаи были, я и отправлял не туда монеты, и терял, там, и $1000 терял просто. Ну, тут главное просто не останавливаться, и ничего страшного, это деньги. Это деньги, и это опыт, да, неприятно, безусловно, неприятно, и попадал на проекты, которые скамились. Просто вот ты вроде бы проект кажется действительно с большим будущим, а потом, оказывается, спустя какое-то время выходит какая-то новость, и все и обнуляется. Вот как был проект Луна, да, в криптовалюте. Я там потерял, по-моему, долларов 300-400, немного, по сравнению с остальными. Люди там состояние, миллионы теряли, потому что эта монета буквально, я даже сейчас покажу, сейчас мы посмотрим, что там было. Вот, друзья, смотрите, заскамился проект, это было Луна, значит, на пике монета стоила $113, и люди пророчили в тот момент ей и $1000, и прям несметное богатство. Это вот пример, почему необходимо диверсифицировать риски, и нельзя ни в коем случае заходить там полностью в одну монету, если это не биткоин и эфир, к примеру. А другие альткоины, если, то следует обязательно там иметь диверсификацию риска, чтобы было и эта монета там на часть. Ну, просто если там прям очень веришь ты в проект и понимаешь, что ну, там можно до 10%, скажем. Ну, а так вообще не стоит входить в один проект на более значимую сумму, которая может как-то повлиять на твой сон. Вот, лучше диверсифицировать это все. Так вот, ситуация какая? $113 у проекта. И далее рисуют все несметные богатства после того, это как монета выросла с 46, да, получается, ну, грубо говоря, с 40 центов. И монета отросла до $18, ну, сумасшедшие иксы, сумасшедшие. И представьте, она вырастает, вот представьте, вы купили где-то тут по 50 центов, а потом она вырастает почти до $100. Это просто сумасшедшие иксы, это невообразимо. Вот. И потом в какой-то момент монета скамится. Друзья, она тогда люди вот на этом падении, люди докупали ее, потому что не могли поверить, что вот так легко монета может упасть к нынешним значениям, там 0,0000001 цент, да. И люди вот тут теряли, вот давайте посмотрим, как оно там было. Так, оп. Я тогда зашел, по-моему, думаю, ну, если отрастет долларов на 300, куплю. И сначала я зашел долларом на 200, потом я, по-моему, купил это долларов по 15-20. И когда оно 15-20 долларов стоило, думаю, ну ладно, если отрастет, нормально будет. Нет, ну не страшно для меня. Вот, потом оно еще упало долларов до 5, думаю, ну ничего, давай еще 100-200 долларов куплю. Если даст иксы, будет норм, если нет, ничего, ну и все, она не вернулась. Но тут, друзья, представляете, $100, то есть... Казалось, после такого кажется, что у монеты сумасшедшие перспективы, сумасшедшие дальше иксы. Ну, реально только открывается все. Вот тогда такой был фон ходил, что ну, никто не мог даже поверить. И она, друзья, буквально на самом деле произошла. Вот смотрите, тут она еще 5.05 $86. На следующий день, вот 9.05 $64. И 12.05, да, 12.05 все, доллар. Вы представляете, какое люди фома ловили, когда они смотрели, то есть она же входила в топ по CoinMarketCap, в топ-100 входила, я не помню, какая там была позиция, но довольно-таки высокая. И, ну, как правило, это те монеты, которые с высокой капитализацией, там, миллиарды долларов, там, много фондов в них инвестировало. Ну, то есть, реально,
у монеты перспективы есть. Вот. И представляете, какое люди фомо ловили, когда видели вот такую ситуацию, что, казалось бы, вот монета, которую там ты видел буквально по $100, ты ее сейчас покупаешь по 15, по 20 долларов, а люди заходили по тысячи, по десятки тысяч долларов туда закидывали. Все, и не поднялась монета. Это как раз вот в данном случае важно риски диверсифицировать. Мы не знаем, что может произойти. Это был черный лебедь для рынка. Кстати, вот после этого момента Луна очень жестко повлияла на рынок тогда, и рынок пошел в мощную просадку. Тогда это был таким один из жестких драйверов для того, чтобы, антидрайверов, да, для падения. То есть тогда пошло все падать, и в такое ты не поверишь. То есть это реально черный лебедь тогда. Что-то, то есть появилось нечто такое, никто не ожидал, не мог даже предположить, что такое может произойти. Мы от этого не застрахованы, мы тоже должны это учитывать, и поэтому нельзя в один актив заходить полностью с головой, как я сказал, если это не биткоин и эфир. И то все равно, даже если это биткоин и эфир, то чтобы это было биткоин и эфир, не только там чисто эфир или там, вот, чтобы, если биткоин, то в целом можно один биткоин хранить, да, но это опять же уже к вопросу о портфеле, да, как этот портфель собирать, дальше мы еще рассмотрим с вами это обязательно. Вот такая вот, друзья, ситуация. Дальше вы все больше будете замечать, как психология влияет на ваш заработок. Если этот навык нужно прокачивать в себе, потому что без психологии ты далеко не пойдешь. То есть, понимаешь, когда ты видишь, как твой портфель начинает расти, скажем, ты там собрал портфель на 10 тысяч долларов, скажем, долго собрал, и без психологии невозможно дождаться 100 тысяч долларов. Невозможно, потому что тебя просто это будет убивать. Знаешь, рынок, он же не растет. Рынок, он растет как? Он же не растет вот так, вырос и все. И пошел там в боковике дальше. А рынок растет же в основном скачками, да, скачкообразно. Отрос, пошел в коррекцию, проторговка, хоп, опять пошел, проторговка, где-то, и пошел опять в рост и так далее. То есть в данном случае как можно рассчитывать на то, что ты там 100 тысяч долларов заработаешь с 10 тысяч долларов, если для тебя 10 тысяч долларов много, то для тебя 20 тысяч долларов будет очень много. Ты выйдешь на этапе 20 тысяч долларов, потому что как раз таки на вот этом рост, да, потом проторговка, боковик, и тебе будет казаться, все, оно обратно не пойдет. Тут у тебя будет 20к, тебе будет, да, твои 20к заветных, которые ты так долго ждешь. Вот ты начинаешь с 10к. Начинаешь с 10к. Вот, 20 тысяч долларов, ты приходишь сюда, и ты думаешь, все, надо продавать. А потом оно начинает падать. Оно падает там до 15 тысяч долларов. Упало до 15, ты думаешь, боже мой, поднимется оно, не под... Ты уже начинаешь просто молиться, что неправильно, знаешь, надеяться на какие-то высшие силы, которые тебе каким-то образом повлияют на рынок. Это неправильно. Ты уже выходишь из своего внутреннего баланса, и это в будущем тебе только навредит. Потому что на 15 тысячах долларов ты думаешь, да ладно, оно сейчас вообще еще просядет еще ниже. А рынок, он же непредсказуемый, он может пойти еще ниже, он может вернуться опять к этой отметке 10 тысяч долларов. А может вообще пойти и на 5 тысяч долларов. Возьмет, повыгружает всех, и только после этого он пойдет там на 50 тысяч долларов, понимаешь? Я имею в виду, да, твой портфель. Не конкретная монета, а доходность по портфелю твою пойдет на 50 тысяч долларов. И представь, какое твое фома будет после того, как ты, зашел на 10, собрал 10, да, оно стрелило до 20, потом упало до 5, ты на 5 просто психанул, продал, и оно полетело на 50.
Чтобы такого не происходило, поэтому мы должны еще диверсифицировать свои риски помимо криптовалюты, чтобы у тебя были средства в недвижимости, в земле, в паях, допустим, тех же, которые сдаются в аренду, в золоте, в фондовом рынке, для того, чтобы один какой-то инструмент, он тебе не делал погоды. Потому что попасть в ситуацию, когда ты зависишь от одного инструмента, то просто это ничем хорошим не заканчивается, понимаешь? Проблема заключается в том, что ты попадаешь в ситуацию, когда ты начинаешь постоянно об этом думать. Ты спишь, об этом тебе снится это, да, ты просыпаешься, ты заходишь в свой телефон, начинаешь в этом телефоне смотреть, боже мой, упало, поднялось, Все, начинаются эти американские горки, в которых ты, представь, у тебя рынок растет, у тебя настроение вообще прекрасное, рынок падает, ты просто убитый ходишь. И когда ты начинаешь синхронизироваться таким образом с рынком, вот это беда уже. То есть это означает нарушен money management, риск менеджмент, да, в том плане, что ты заложил в рынок больше денег, чем готов потерять, то в таком случае чего можно дождаться от человека, который вообще максимально находится в состоянии неконтролируемом, психованным, да, тебя просто люди перестанут выдерживать. Ты себя перестанешь выдерживать, потому что ты свою жизнь превратишь в ад. Да, и твоя, опять же, это начнет превращаться в казино. Любое принятое тобой решение в данном случае, оно будет неправильное для тебя, будет казаться. Потому что ты будешь оказываться в ситуации, что то ты продал раньше, то ты продал позже, то еще что-то. В общем, так не работает. В этом всем нужны цели, конкретные цели. То есть ты заходишь в рынок. Так, сейчас я хочу убрать это все. У тебя должны быть четкие твои цели. Вот ты заходишь на 10 тысяч долларов, к примеру. Заходишь, и у тебя цель сделать 50 тысяч долларов. Вот, то есть твои значения это 50к. Все, ты, получается, к этому больше не касаешься. Вот на 10к зашел, выходишь, когда будет 50к. Все. И когда 50к дошел, все, обналичил, вышел с рынка. Идешь внедряешь выполняешь свои цели, которые были у тебя до этого. То есть я к чему говорю, что тогда в данном случае у тебя будет четкое понимание, зачем ты пришел в рынок, сколько ты хочешь отсюда забрать. И опять же, конечно, важно смотреть по ситуации, в какой стадии ты находишься рынка. Если ты в медвежьем цикле находишься или наоборот под конец бычьего цикла ты находишься, то как раз вот эта стадия, когда оно все отросло, и дальше роста никакого не будет только падение, длительное падение. Как я уже говорил, если бычий цикл, скажем, 1 год, да, плюс-минус примерно, то, значит, медвежий цикл длится уже 3 года где-то, то есть в 2-3 раза больше. В 2-3 раза больше, и, собственно, опять, если ты заходишь здесь на хаях и со своими 10к, то до медвежьего цикла дойдет, я думаю, порядка, не знаю, 5, если дойдет $1000, и это будет уже хорошо, смотря в каких ты будешь активах. С бычьего цикла мы летим вниз, приходим на медвежий цикл, то есть все это медвежий цикл, и после этого идет длительный боковик, который будет очень-очень долго. То есть оно и не вверх, и не вниз, оно все где-то в одном диапазоне ходит, и потом опять же начинает зарождаться бычий цикл и идет. И вот в этот период как раз-таки, накапливаются богатства. Мы накапливаем. Вот. И, собственно, вот здесь на каких-то позициях мы продаем. То есть, и продавать, опять же, надо лесенкой. В плане того, что желательно лесенка, вот я рекомендую, потому что ты не знаешь, куда рынок залетит. Вот что имеется в виду. Ты не знаешь, какие будут хаи у этого рынка. Ты
ты можешь себе предположить, там поставить, да, скажем, 5 иксов сделать, 10 иксов сделать. То есть для тебя это такие более-менее нормальные моменты. Для тебя это то, на что ты там рассчитываешь, да. И, к примеру, ты, когда уже начинаешь подходить к пиковым значениям, то ты не все продавай. Ты продавай часть для того, чтобы оставить дальше. Вдруг дальше еще полетит. Может быть такое, что ту часть, которую ты малую оставишь, оно тебе принесет в разы больше, чем ты планировал заработать с этого всего. Вот. Продажа частично. Этап за этапом, этап за этапом. Вот. Ну, опять же, это все мы дальше будем обсуждать, к этому мы все еще придем, безусловно. Ну, потому что это тоже важно, это все психология. Но на сегодняшний день мне важно было тебе донести основную мысль, основную идею относительно психологии. По сути, это психология в таком, знаешь, в виде того, где ты конкретно можешь потерять. То, что мы сегодня обсудили, это важно понимать, важно знать, это, скажем, те вещи, которые ставим себе на вооружение для защиты наших активов, для того, чтобы понимать, где мы можем в первую очередь потерять. И наша задача как инвесторов – это в первую очередь не терять средства. Это не допускать фатальных ошибок, которые обнуляют наши портфели. И не гонитесь за вот этим режимом, который присущ для спекулянтов и трейдеров, когда ты на вот этих вот американских горках, то срабатываешь там 1000 иксов. Поймите, просто то, что показывают люди, то, что показывают, да, они, соответственно, хотят так, чтобы вы это и увидели. Понимаете? То есть мы не знаем по факту, что у них в действительности. Они где-то могут показывать, что этот актив у них сделал там 100-500 иксов, но по факту они не покажут весь остальной портфель, который, что самое главное? Самое главное – это портфельная доходность. Не конкретно какого-то одного актива. Этот один актив может единственно у тебя выстроить в портфеле, а все остальные у тебя будут скамные проекты, которые обнулят твою всю портфельную доходность. Один там актив дал 10 тысяч иксов, да, ну какие-то сумасшедшие цифры, а все остальные, активы пообнулялись, и у тебя даже в лучшем случае нету того же самого, с чем ты заходил в рынок изначально. Ведитесь на это все, не ведитесь на трейдинг, не ведитесь на спекуляции. Они приводят только к потерям и убыткам, и они напрямую сопряжены с тем, когда вам нечего делать. Нечего просто делать вот в моменте. И тогда начинают создаваться проблемы. Да? Нечего делать, зашел, поигрался, вот $1000 потерял. Прекрасно. Угу. Опыт получен, а потом включается этот режим, когда хочется отыграться и так далее. Мы инвесторы. Наша задача не переиграть среднестатистического инвестора, как я говорю. Наша задача за счет наших инвестиций, за счет заработка с наших инвестиций удовлетворять наши потребности. Вот какая наша, друзья, задача. Мы не конкурируем друг с другом. Мы не конкурируем с соседом, с каким-то блогером и так далее. Вообще нет такого. Мы люди, которые пришли в инвестиции, определили для себя активы, следим за этими активами, чтобы с ними было все в порядке. Если видим, что они что-то не то, рассматриваем вариант выхода с этих активов. В общем, ходим, сдуваем пылинки с наших активов, держим их настолько долго, насколько можем, додерживаем до тех цифр, которые нам интересны, и продаем. И с этого, друзья, и живем. Это будущее. То будущее, к которому мы обязательно, друзья, придем в разрезе 10, 20, 30 лет. И ты должен понимать, ты как инвестор, особенно если ты в начале, что все с чего-то когда-то рано или поздно начинали. И все начинали большинство начинает не с лучших позиций и приходит к хорошим позициям. Приходит, когда уже инвестиции непосредственно начинают обеспечивать полностью жизнь человека. И для того, чтобы туда попасть, для этого необходимо, что в первую очередь это время, второе это инвестиции, то есть денег, которые мы туда инвестируем, и на протяжении какого-то периода мы обязательно доберемся до тех цифр, которые нас интересуют. Убери что-то из этого, возьми
убери время, оставь здесь только деньги, ничего не получится. Нам нужно выбрать активы, мы берем туда, инвестируем деньги и множим это все на время. И в общей сложности получаем наши капиталы, которые в какой-то момент начнут нас с тобой обеспечивать. И это рано или поздно случится. Конечно же, мы будем делать все возможное, чтобы это случилось как можно раньше, но в любом случае годы нас укрепляют, нас усиливают. Каждый цикл медвежий, бычий нас тоже усиливает, добавляет нам опыта с тобою. И в какой-то момент мы обязательно приходим в ситуацию, когда наш капитал начинает уже нас обеспечивать. И представь, как ты будешь себе благодарен на дистанции, когда ты будешь вспоминать, с чего все начиналось, когда ты инвестировал там первые 5, 10, 20 долларов. А так оно работает, что первый год проходит, ты уже в чем-то начинаешь разбираться. Второй год проходит, у тебя уже даже есть какие-то активы, которые инвестированы, и они начинают работать на тебя. Ты уже чувствуешь. На третий год ты уже, возможно, даже почувствуешь отдачу от этих активов, когда деньги приносят деньги. На четвертый, на пятый год, на 10-й год, и ты уже переживаешь несколько циклов. Ты уже понимаешь, что первый один цикл ты прошел, на второй цикл ты уже понимаешь, что делать, как накапливать, куда лучше инвестировать, куда лучше не инвестировать, что делать после медвежьего цикла, что делать после бычьего цикла. И все это начинает работать на тебя, потому что у тебя помимо всего прочего, помимо актива, времени, денег, у тебя еще и появляется опыт. Опыт, который позволяет тебе вот этим всем правильно руководить. На сегодня, друзья, достаточно. До связи.